Что такое топинамбур? Что это за растение? Топинамбур – не особо распространенное растение. Многие городские жители даже не знают, что он собой представляет. Это популярная овощная культура, удивительный корнеплод. Более популярное название растения – земляная груша, иерусалимский артишок, солнечный корень бараболя. Появился топинамбур сотни лет назад в Америке. На сегодня насчитывается более 300 сортов растения. Он представляет собой травянистое овощное растение с прямостоящим стеблем, достигающим высоту до 4 метров. Внешним видом растение похоже на подсолнух. Топинамбур используют вместо картофеля, так как его намного легче выращивать. Он растет как сорняк и не боится различных вредителей. При этом это растение полезнее, чем картошка, и содержит в себе различные витамины и микроэлементы в немалых количествах. Клубни топинамбура – это своего рода плоды, которые бывают разной формы и цвета, в зависимости от сорта. Они похожи на имбирь. По вкусу их можно сравнить со сладким картофелем и редисом. Клубни употребляют в пищу сырыми, вареными или жареными, готовят из них разные блюда и напитки, а также препараты для профилактики и лечения болезней. Главным недостатком клубней топинамбура является их сложность хранения в больших объемах, так как они имеют очень тонкую кожуру. Это растение – просто кладезь веществ, нужных человеку для долгой и здоровой жизни. Это пищевые волокна, например, пектин и инулин, витамины группы В и С, минералы, калий, кремний, цинк, железо, кальций. Топинамбур – богатый источник клетчатки, незаменимых аминокислот и органических кислот. Состав углеводов в этом корне очень особенный. Особенно ценится в топинамбуре то, что его корнеплоды богаты природным аналогом инсулина – инулином. Именно поэтому топинамбур рекомендуют в первую очередь больным сахарным диабетом и заболеваниями поджелудочной железы. Самый простой способ оздоровления и профилактики – это есть свежие клубни топинамбура с кожурой. Листья топинамбура тоже активно используются в народной медицине. Считается, что особо богаты лечебными свойствами молодые листочки. Калорийность топинамбура всего 61 килокалория на 100 грамм продукта, что позволяет употреблять это растение в обычном и диетическом питании. Итак, рассмотрим, что лечит топинамбур, чем полезен, как употреблять. Употребление топинамбура считается одним из самых эффективных методов лечения сахарного диабета, снижению содержания сахара в крови. Корень топинамбура обладает противовоспалительным действием, хорошо очищает организм от токсических веществ и радионуклидов. Топинамбур помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях. Регулярно принимая в свежем виде корнеплоды, удается предупредить атеросклероз, снизить проявления гипертонии, тахикардии и ишемической болезни. Это растение способно повышать уровень гемоглобина, а биологически активные вещества, содержащие в топинамбуре, помогают не только очистить кровь, они также способствуют ее разжижению. Он является достаточно мощным природным антиоксидантом. Для мужчин топинамбур полезен своей профилактикой аденомы простаты. Употребление топинамбура в пищу весьма полезно при расстройствах желудочно-кишечного тракта, таких как дисбактериоз, запоры и изжога. Также употребление топинамбура предотвращает образование камней в мочевом пузыре. Это отличное средство для снижения веса. Инулин, содержащийся в топинамбуре, приводит в норму обмен веществ, в том числе и жировой, борется с лишним весом. Для похудения выбирайте салаты, не смешивайте эти салаты с другими продуктами. Для лечебных целей применяют не только клубни этого растения, но даже листья и цветы. Рассмотрим рецепты приготовления лекарственных средств. Готовим чай. Чтобы приготовить чай, рекомендуется засыпать в термос 2 столовые ложки высушенных листьев растений и залить пол-литра кипятка. Через 3 часа чай готов. Пить его необходимо по 100 мл трижды в день за 15-20 минут до приема пищи. Чтобы сделать сок, берем свежие клубни, тщательно промываем, очищаем от кожуры, нарезаем кусочками и измельчаем в соковыжималке или можно натереть на терке. Получившуюся мякоть нужно положить в чистую марлю и хорошенько выжать для получения сока. Принимают сок по полстакана перед едой. Курс лечения 2 недели. Настой. Делаем мякоть, заливаем кипятком пропорции 4 столовые ложки на литр воды. Затем смесь настаивает под крышкой в течение 3 часов. Чтобы сделать отвар, примерно 4 средних клубня промойте и очистите от кожуры. Залейте холодной водой объемом 0,5 литра и проварите в течение 20 минут. Далее отвар охлаждают при комнатной температуре.
Человек, узнавший такие полезные свойства топинамбура, будет есть его как можно чаще. Тем более, что противопоказаний этот овощ почти не имеет. Единственный вред, который может быть от него, это вздутие и газообразование живота. Да и оно имеет место только в том случае, если человек страдает аллергией или превысил допустимую норму этого продукта. Интересно, что мякоть, прошедшая термическую обработку с добавлением кориандра или тмина, напротив, препятствует чрезмерному газообразованию. Топинамбур – это уникальный продукт, который поможет не только разнообразить ежедневное меню, но и поспособствует улучшению здоровья и общего состояния. Для того, чтобы топинамбур помогал нашему организму, достаточно немного, всего 100 грамм в день в любом виде. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы. Всем хорошего самочувствия. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии.